Изучение иностранного языка часто воспринимается как вопрос силы воли, дисциплины и количества часов, проведенных за учебниками. Но некоторые исследования в области психологии обучения показывают, что ключевую роль на самом деле играет не столько количество усилий, сколько характер мотивации и эмоциональное состояние человека во время обучения. Одни студенты могут заниматься годами и почти не продвигаться, в то время как другие постепенно превращают язык в естественную часть своей жизни. И причина этого различия во многом объясняется особенностями работы мотивации и способностью человека превращать обучение в устойчивую привычку. И сегодняшнее видео будет именно об этом. Есть в психологии так называемый закон оптимальной мотивации или закон Yerkesa-Доdsона. Условно говоря, он описывает связь между уровнем мотивации и эффективностью деятельности. Его основная идея заключается в том, что производительность не растет бесконечно вместе с мотивацией, как мы часто думаем. Оказывается, что до определенного момента повышение вовлеченности действительно помогает человеку работать лучше. Но после достижения вот этой точки, этого оптимального уровня, эффективность начинает падать. В итоге слишком низкая мотивация приводит к апатии и отсутствию интереса, а слишком высокая – к стрессу, тревоге и когнитивной перегрузке. В изучении иностранного языка этот эффект проявляется особенно ярко. Если материал слишком легкий, мозг перестает воспринимать задачу как значимую. Логично. Человек может бесконечно выполнять элементарные упражнения, читать тексты базового уровня, но при этом он не будет испытывать ни интереса, ни чувства прогресса. Обучение становится таким механическим и очень быстро надоедает. Но противоположная ситуация тоже не очень. Многие изучающие пытаются сразу смотреть фильмы без субтитров, читать сложную литературу или запоминать огромные списки слов. И в результате уровень непонимания оказывается настолько высоким, что обучение начинает ассоциироваться с постоянным ощущением неудачи. Поэтому наиболее эффективное обучение происходит где-то в промежуточной зоне, где задача остается сложной, но все еще выполнимой. В таком состоянии человек чувствует интеллектуальный вызов, но одновременно он чувствует, что способен с ним справиться. И именно это сочетание сложности и достижимости и приносит удовольствие мозгу. Когда ученик понимает большую часть подкаста, догадывается о значении новых слов из контекста или впервые начинает свободно выражать свои мысли, возникает чувство удовлетворения, которое само становится источником дальнейшей мотивации. Здесь также важно различать внешнюю и внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация связана с факторами, которые находятся вне самого процесса обучения: экзаменами, оценками, требованиями работы, давлением родителей или желанием получить сертификат. Такая мотивация действительно может заставить человека начать заниматься, но она редко оказывается устойчивой, потому что как только внешний стимул исчезает и желание продолжать обучение. Но внутренняя мотивация устроена иначе. Она возникает тогда, когда сам процесс изучения языка начинает приносить человеку удовольствие. Это может быть интерес к культуре, желание понимать фильмы и музыку, радость общения с иностранцами или просто удовлетворение от собственного прогресса, от того, что сегодня я наконец-то понимаю то, что на прошлой неделе не понимал. В отличие от внешней мотивации, внутренняя обладает способностью к такому самоподдержанию, потому что чем больше человек понимает язык, тем больше удовольствия он получает от взаимодействия с ним. И вот это ощущение усиливает желание продолжать обучение, а дальнейшее обучение снова увеличивает уровень понимания. И вот постепенно возникает такой замкнутый цикл положительного подкрепления. Другими словами, нам нравится делать то, что у нас получается, и это касается и иностранного языка. Но также важно понимать, что мотивация не является постоянной величиной. Она неизбежно меняется на протяжении всего процесса обучения. В одни периоды человек чувствует вдохновение и желание заниматься часами, а в другие он может уставать, у него отсутствие интереса или он просто выгорел. Это естественная часть любого долгосрочного обучения. Именно поэтому опора исключительно на мотивацию оказывается такой ненадежной стратегией. Гораздо важнее постепенно превращать изучение языка в систему привычек и устойчивую рутину, которая выполняется автоматически
автоматически и не требует постоянного эмоционального усилия. Когда языковая практика становится частью повседневной жизни, она просто перестает восприниматься как отдельная учеба. Я, например, каждый день занимаюсь немецким и еще читаю книги на испанском по вечерам после работы. Со временем эти действия я начала воспринимать так же естественно, как чистку зубов или приготовление завтрака. В этом случае обучение перестает зависеть от текущего настроения, и даже в периоды низкой мотивации такая привычка помогает мне поддерживать контакт с языком. С психологической точки зрения это особенно важно, потому что именно регулярность, а не интенсивность является главным фактором долгосрочного прогресса. Небольшое, но постоянное взаимодействие с языком формирует устойчивые нейронные связи значительно эффективнее, чем редкие периоды, но очень сильного интенсивного обучения. И более того, привычка снижает когнитивные затраты. Человеку уже не нужно каждый день принимать решение, заниматься ли ему языком. Решение было принято заранее, и действие просто выполняется автоматически. Дальше. В изучении очень важно создать такие условия, при которых язык начинает ассоциироваться не со стрессом и обязанностью, а с интересом и ощущением достижимости. Для начинающих это особенно важно, поскольку на раннем этапе перегрузка может полностью разрушить мотивацию. Новичку необходимы материалы, которые позволяют регулярно испытывать чувство понимания. А оно, в свою очередь, помогает даже небольшой прогресс воспринимать как успех. В такой системе большой шанс, что человек не бросит обучение на раннем этапе, как часто бывает. На среднем уровне проблема обычно меняется, так как человек уже понимает базовую структуру языка, но сталкивается с ощущением застоя. Именно здесь особенно важно переходить к аутентичным материалам, связанным с личными интересами. Когда человек начинает читать статьи на темы, которые его интересуют, смотреть любимые сериалы или слушать подкасты, язык перестает быть учебным предметом и превращается в инструмент взаимодействия с миром. И это радикально меняет качество его мотивации. Продвинутые ученики сталкиваются с вообще другой трудностью, и для них прогресс становится менее заметным. Если в начале обучения новые слова и конструкции появлялись практически ежедневно, то на высоком уровне развитие становится медленным и менее очевидным. И в такой ситуации важно изменить сам критерий успеха. Теперь внимание постепенно переходит от стремления выучить язык на точность выражения мыслей, глубину понимания культурных нюансов и способность использовать язык естественно в разных контекстах. Таким образом, мотивация в изучении иностранного языка оказывается значительно более сложным явлением, чем простое желание добиться результата. Эффективное обучение требует баланса между сложностью и достижимостью задачи, а также постепенного перехода от внешней мотивации к внутренней. Человек учится лучше тогда, когда сам процесс начинает приносить интеллектуальное удовлетворение. И именно в этот момент язык перестает быть учебным предметом и становится частью жизни.